Здесь 660. Наклейки хорошие. Нету там 700. Так, ладно. Чего он заехал? Что у него не так? Дымит, троит. Дымит, троит и не едет. Ну, скорее всего, прогорел либо клапан, либо потом. Нет компрессора, диагностику сделали, нет компрессии в третьем цилиндре. Как он парит. Господи. О, как! Я говорю, прорыв газов. Распредвал, прорыв газов. Хороший. Можно рассказать более нормальным языком? Заливали гуталин. Сапунит двигатель. Сильно вот здесь вот пар сюда вот идет, вот сюда вот в клапан и крышку, вот здесь вот все прям горит масло. Время пришло. Миллион. Он проехал, наверное, больше миллиона явно. То есть, ну, этот мотор, да, он прям спокойно отхаживает. Что, скорее всего, у него где-то уже пробег как раз время пришло, металл устал уже. Клапан оборвался, поршень ударил, содрало гильза, ну, то, что он еще есть. Кусок, сейчас гильза задрана, то есть видно. Посмотреть, а что Это что такое? это? Существо. Вот. Это запчасть. Вот сломано вот это. Вот эта херня тоже сломана. Да? Он еще сюда приехал. Где-то там сломался, сюда приехал прям. Своим ходом, то есть. Да. Начальник Bosch сервиса, Delphi сервиса, прорекламируйте. Delphi сервис. А что, им плохо, да? Будем лечить. Потом маякнешь, Антоха, я приду, покажу, как вы будете проверять эти форсунки. Так, мы снимаем. Ось коромысл. Вот, приспособление 2053. Не путайте с 2054, оно не подходит, оно не такое. Лайфхак, да? Как для снять, то есть коромысл не мучится? Модное слово. Все? Всё? И также на место ставить удобно, чтобы не это самое. Они просто вот так вот. Они так прокручиваются? крутятся, да. Ну, это все надо будет перемывать. Вот клапан этот вверху, этот внизу, то есть что там. Снимаем. И вот он, собственно, клапан. Вот он. Клапан. Порвало. Вот он. То есть весь он там внизу, весь клапан. В том самом, В цилиндре. Да. А это то, что насадно. То есть там, наверное, все помолотило хорошо. Ой, но долго ездит. А он так еще и ездил хорошо, да. Долго ездит. А звука никакого тогда нету, когда клапан оборванный А он в уже цилиндре? стоит где-нибудь или лежит. Он там, может быть, этот поршень вбился весь. Приспособился уже как бы. Там Или прилёт. распылитель стопудов расхватало. А, им еще и выбил форсунку даже. Я же сказал, что форсунка выбита. Выбита форсунка. Тоже про этот самый обломан болт. Да? Что здесь? -то? Распыл. Разбит? Разбитый, да. То есть сюда тоже что-то попадало. А головка что, тоже? Да, Чего? ну, там прикинь, какие удары были по ней, этим клапаном. То есть вот кусок клапана упадает, падает в цилиндр, цилиндр поднимает ее кверху. Там вот такой зазор, а клапан то бишь вот. Это вот постоянный удар. Ну понятно. Хотя здесь же чугунные поршня, да? Да. До 12 чугунные, по-моему, поршня. Там хорошие удары должны быть по голове. Эндоскоп не получилось использовать, потому что что? Скорее всего, кусок какой-то чего-то прибило к поршню, ну, к головловке. То есть либо головку расклепало, как это там, блядь. То есть мы туда даже не залезем. Там разбилось все очень хорошо. Распылитель-то мы достали, а вот именно поверху что-то. Что-то там. Может быть, клапан прям попал нахуй. Откручиваем проводку на форсунке. Нам сверху нужно слить антифриз, да, чтобы снять голову. Чтобы сделать вот таким вот образом. Продеваем, вставляем. Вставляем, вытягиваем шланг и затем нажимаем на отверточку. Bosch нам ее соберет.
уже было в таком состоянии, поэтому там что-то там не так. Полтыш собирает, блядь, целую минуту. Уехавший металлист. Ну что там? Тут два клапана не хватает так-то. Где второй? Два клапана нет? Один выпускной. Выпускной разломанный. Здесь только тарелки нету, так-то еще часть торчит направляющий. Кусок клапана. Так четко попало в форсунку? Да. Да ладно. Посмотрим, что здесь. Я же как говорил, поршень чугунный, блядь. Вот он, размолотилось все и выкинул в турбину. Наверное, в турбине тоже будет Почти нет. кранты, нахуй. Гильза почти целая, ёптуем. Ну, блядь, смотри, нахуй. Почти, блядь. Вот такой здесь поршень, а вот такой здесь. И вот такой здесь, вот такой здесь. А здесь вот такой. Безопасного нормально? Как, ну... Особенный. Блин, а Где чем тут клапана? подсветить? Где тарелки? Где тарелки? Тарелки в турбине. Это да. Как должно быть? Нет, так тоже не должно быть. Чего? Здесь уже глубоковато. Вот здесь тоже видно, что он уже съел. Назад чуть-чуть, можно? Давай. Что вы, блядь? Фонарики не можешь себе взять. Ой, ни нахуй. хрена себе, я говорю, Тёк, почему? Это стакан так. Да, это стакан. Вмяло прям. Офигеть. Вот сюда светани. Смотри, дырка что ли? где Что, тарелки? блядь? Нет, удары это были. Кусочки кусочечки летали. Здесь. Везде. Здесь. Я бы на твоем месте турбину посмотрел бы. Что там загнало? Что, гвоздей насунули, что ли? Ну смотри, я месила, бля, и где-то выкинула. Ладно, на что направлены ваши сейчас действия? Такого большого консилиума. Ищем тарелку. Тарелки. Две штуки. Ищем две тарелки. Куда-то улетели, блядь, в неизвестном направлении. Подозреваем, что к горячей крыльчатке она. В турбине? Крутится? Эй, вы куда делись? Смотри, даже не проходила. Нет, проходила, вон есть. Проходила? Ну-ка еще раз светани. Вон там он раз, два надломанных. Наверное, внутри сидит. Или прошла. А, бля, горник. Ну что, так быстро размолотила и выкинула, что ли? А горник, посмотри, там. Может, сюда? Через горник пролезли. Ну. Мне кажется, она там не В прошла. турбине внутри еще, да. там не Может прошла. быть, вы за здесь застряла. Надо камеру. Можно камерой смотреть, да. Может, кусочки какие-то пролетели? Но они Может, Кусочки, да, пару кусочков пролетело. две тарелки, это невозможно. Двух частей клапанов нету в моторе, да? Бесследно пропали. Здесь вот удар полтарелки, вот аж клапан поломала. То есть побила, размолотила, что ли, так быть. Покажи-ка на меня. Каждый ОМОН из души добрый человек. Крыльчатка? Стой, подожди, покрути крыльчатку. Крыльчатка это... Крыльчатка. Значит, Вот, стоп, медленно крути. ну она погрызена. Погрызано, да. Всё, вот. хорошо, а ты чуть-чуть вот туда дальше. Блин, неужели на вылетели они две? Ну вон погрызены, но ее здесь нету их. Какие далее предположения? Где? О, Катализатор? Тупо. Если он там есть. Просто, блин. ноль. О, Да, есть. есть один, ну. Другой попал? По другой, да, залетел. Половина или целая? Магнит давай. Он там лежит спокойно. Причем другой цилиндр. Четвертый. Оп. Половину одной тарелочки нашли. Уже залетел в другой цилиндр. Голову так сломала? Половина. Тоже половина? Невозможно, турбине уже же. Еще один. Второй. Это второй. Выпускной. Вот, нашли, да. Он уже в четвертом цилиндре ковыркался. А, еще четвертый хотел разбить, да? К концу Здесь тоже- пизда, она вот тоже третья. по концу получилась. Это третья, это да. А вот одна разобранная, еще четвертая.
Короче, 3 форсунки надо. Да, скорее всего, да. Потому что почему она разобрана? Мы А идем направляемся мы в Bosch сервис. Вот у них новая вывеска. Ой, это как раз по Вольвам, Делфи. Насос форсунки Volvo. Volvo Renault DXi. Вот. Насос. Ну, заносим пока по старой традиции сюда, да? Вы все еще кипятите, тогда мы идем к вам. Короче, вам сюрприз. Вам работенка. Я смотрю уже одна... Да, а почему она разобралась? Потому что, может быть, разлетелось стопорное кольцо, которое ее держит. А это просто сапунило сильно и масло хорошее. Мужик, знаете, гудроновый. Да. Вывод первого дня занятия данным автомобилем. Почему такое могло произойти? Ну, либо время, либо форсунка. Форсунка, если лила, нахуй, перегрев и все. Клапан оборвал. Просто от перегрева. Да, может быть от перегрева из-за того, что лила. Или время прошло, пришло, Уже просто слабость металл металла уже и так далее. ослабил. То мы сейчас разберем дальше голову, посмотрим состояние остальных клапанов, что там с ними. В общем, в принципе, от такого никто не застрахован. Да, это такое бывает. Ну, явно оборвал один клапан, а последствия уже были разные. Уже просто по второму било и... Да, клапан приоткрылся, туда попала тарелка. На поддоне данного автомобиля нету сливной пробки. Там, между прочим, указано, там есть табличка. 40, что-то написано 45-50 ньютонов, то есть затягивать пробку 45-50 ньютонов, а ее нету. Значит, заварили. Кстати, он дырявый. И он потекает. Да. Вот в этом месте, где была пробка, наверное. Накачиваем масло. Ого, Вот что это там? гильзы кусок. Один поршень выехал, рождается второй. Проворачиваем коленвал. По крыльчатке видно, да? У тебя еще усы. Такая вот чистая офисная работа моториста. Вот он как. Поршень вот. Это какой? Целые поршни на моечку отправляются. Ладуши, ну рабочие. Ну. Он говорит, 400 тысяч где-то назад менял, делал капиталку. Чуть более, ну около полумиллиона где-то, говорит, прошла. Нормально. Ну вот немножко начала, Подъедать. но чуть больше. А, нет, не целый, тоже кусочек не хватает. Ой, я запиздился. Вот и гильза. Поршень, гильза. Обломанная. Слушай, это там получается в поддоне столько металла должно быть? Попадало между поршнем и гильзой что-то. Ну, кусочек, видимо, попало и поцарапал что-то. Ну, так, выработка, в принципе. Так и есть где-то на 400 километров.